Привет! Знакомьтесь, это новинка от бренда Kubot, первые смарт-часы этого бренда, который занимается изготовлением смартфонов. И в этом обзоре я с радостью познакомлю и проведем полный обзор и тесты. Они приходят в красивой черной упаковке, внутри лежат сами часы, одеты уже в ремешок, с дополнительным ремешком другого цвета и магнитной зарядкой. Цена этих смарт-часов $35,99 в долларах. Также есть цвет корпуса серый. В соответствии с этим корпусом в комплекте будет идти и серый ремешок. Об этом заявляет сам производитель. В нашем же случае черный цвет и ремешка, и корпуса. Часы сверху защищены защитным стеклом, но какой здесь класс защиты не указано, но однозначно это стекло. И корпус полностью выполнен сверху из нержавеющей стали. Это действительно крепкая сталь, окрашена в черный цвет. Здесь у нас имеются шестигранники. Подозреваю, что это имитация. А вот с обратной стороны крышка пластиковая, держится на вот таких вот саморезах. Два контакта магнитные. Ну а здесь установлены датчики для того, чтобы мониторить пульс. Диагональ экрана 1,3 дюйма. Экран слегка утоплен. По бокам есть выступы из металла, две механические кнопки. Одна из кнопок активирует экран, включить или выключить. Ну а если вы вдруг это и включаете, то можно сразу перейти в быстрые функции меню. В меню у нас есть настройка, камера для удаленного доступа, есть пункт для женщин, находить телефон, режим музыки, таймер, секундомер, будильник, уведомления, пульс, режим сна, шаги и упражнения. Внутри установлено у нас 10 режимов. Бег на улице, ходьба на улице, бег на беговой дорожке, ходьба в зале, пеший поход, степпер, велосипед, велотренажер, эллипсоид, гребля. Кстати, когда вы достаете их из упаковки и у вас меню, возможно, будет на другом языке, чаще всего это будет английский, то при подключении к девайсу язык становится автоматически такой же, как у вас на телефоне. В меню также воспринимаются и свайпы. Влево, вправо, вверх, вниз. Сейчас мы вернулись на шаг назад. Есть активность. Здесь указано, сколько прошли. В режиме сна указано, сколько вы спали. Сон они определяют, но не до самой минуты. То есть они могут слегка обмануть, будем говорить так. Также не показывает пробуждение или дневной сон. Просто ночной сон. Определили, что вы уже не двигаетесь, пульс у вас стал гораздо меньше, так сказать, спокойнее. После этого часы определяют, что вы уснули. Точно так же, когда вы активно стали двигаться с утра, значит вы проснулись. В режиме пульс идет измерение. Через 10 секунд пульс уже начало отображать в реальном времени. При этом здесь есть не только мониторинг сейчас по заданной команде, но и постоянный мониторинг, а также может предупреждать, если ваш пульс сильно увеличен и учащенный. Эти настройки нужно производить через мобильное приложение. При поступлении уведомлений на часы мы получаем его русскими буквами. Включаем дисплей, делаем свайп снизу вверх, и у нас вот есть это сообщение. Нажимаем, здесь написано следующее. От кого? И содержание. Привет. Вы подписаны на канал Заиграчики? Но, к сожалению, не показывает значком, что это был Telegram. Написано Other, то есть другие. Но если сообщение прислано от тех приложений, которые есть в базе этого приложения, то оно отображает, что это Facebook. Переходим и читаем Facebook. Валя Грачева. Привет. Время и дата. Ну а если поступает звонок, то на экране высвечивается вот такая информация, кто звонит. Слышите, что мой смартфон рядом об этом мне тоже сообщает. Часы просто вибрируют сами по себе вибро. Можно отклонить звонок, а можно сделать его беззвучным. Изображение микрофона ни в коем случае это не ответ, потому что внутри нигде нету микрофона. Если мы нажимаем «Отклонить», то мы завершили вызов. Удаленно это можно сделать. Это удобно, когда вы не хотите извлекать из кармана телефон, просто управление сделали, так сказать, сброс на часах. Как вы понимаете, экран здесь действительно качественный, сочные цвета, многогранно все показано, красиво, углы обзора
очень хорошие. Кстати, функция активация при поднятии здесь тоже имеется. Подняли, засветилось, опустили, они отключаются. Встроенные датчики хорошо с этим справляются. Если делаем свайп сверху вниз, то у нас есть быстрые настройки. Понимаете, да, что это означает, эти функции? Если нет, то коротко упомяну. Это поиски телефона, где находится телефон. Второй значок — это настройка будильника. Создавать его можно только через мобильное приложение. Мобильное приложение называется H-Band. Вот оно. Нажимаем. При подключении делаем соединение. Это совсем не сложно. После этого мы заходим в раздел «Еще». И здесь есть шестеренка. Тут мы делаем все эти настройки. Уведомления от приложений, которых мы хотим получать или нет. Если же вашего приложения здесь нет, то заходите в раздел «Другие приложения». Он считывает все ваши приложения. И после этого вы активируете нужные вам. Каждое нужно включить. Например, я включил Telegram, но вот нужно еще включить Viber. Находим его и включаем. Настройка будильника. Выбираем, добавляем плюс и время, например, 16:22, когда я хочу, чтобы он звонил, и название будильника. Даже можно ему задать значок, например, вот такой вот. И выбираем ОК. И вот когда будильник создан, то он уже показывается внутри, и его можно либо включить, либо отключить. Только что сработал будильник, очень интенсивно вибрируют смарт-часы, поднесу ближе. Очень. Поэтому реально проснетесь. Я уже насчитал 5 вибраций. Этого достаточно, чтобы проснуться, и они продолжают вибрировать. Останавливаем. Также этот значок показывает, что можно регулировать яркость. Сейчас яркость стоит на 4. Добавляем до 12. Но разницы особо я не заметил, поэтому можно оставить точно так же на 4. Видимость отличная. Режим «Не беспокоить». Устройство не будет вибрировать. В этом режиме «Не беспокоить», ничего не будет приходить. Это в том случае, если вы хотите уснуть и чтобы вам ничего не приходило. Последний режим показывает название модели, версия прошивки и еще другие параметры. Правда, этот значок, мне кажется, здесь совсем лишний. Также видим, здесь находится у нас вот это звено, показывает, что произведено соединение. Бочоночек аккумулятора показывает, что почти разряжен. И время показано 12 и 30 и день недели. То есть они практически полностью русифицированы, но где-то встречается английский язык. Экраны здесь, к сожалению, ограничены. Вот то, что вы сейчас видите, я зажимаю. У нас появились экраны. Есть еще вот такой, такой. И вот такой. Оставляем этот. Если вы запустили секундомер, то он работает в фоне, и вы при этом можете видеть, что он продолжает считывать. Можно отключить дисплей, и даже можно перейти в какое-то приложение. Но вот нажимая на эту кнопку, мы возвращаемся опять в секундомер. Но остановить этими кнопками нельзя. Только по экрану и делаем сброс. Чтобы настроить таймер, нам необходимо вот по этим стрелкам вверху, которых практически не видно, выбрать и после этого делать спуск. После того, как выйдет заданное время, он начинает вибрировать так же, как и в режиме будильника. 3 вибрации, и он останавливается. Если на смартфоне запустить любое приложение видео или аудио, я, например, запускаю сейчас YouTube Music, включаю мелодию, то на смартфоне в этот момент никакой информации о воспроизводящей музыке нет, но управлять все-таки можно. Нужно в меню найти режим музыка, выбрать, и после этого вы можете ставить на паузу. По нажатию, кстати, идет вибрация. Либо добавить громкости. Следующий трек. Следующий. Ну а сверху показана композиция. К сожалению, вот при поднятии, например, нет информации, что играет какая-то композиция. Зайдя в меню в пункт настройки, здесь у нас есть настройка яркости, автоблокировка, то есть 5 секунд будет гаснуть дисплей, а можно настроить, чтобы гас через 30 секунд. Но мы знаем, что это расходует аккумулятор, поэтому оставим 5 секунд. Можно даже опустить до 3 секунд. 5 достаточно. Далее следует переключатель. Переключатель — это значит
то, что у вас активировано будет мониторинг пульса, сигнализация о пульсе, оповещение об отключении, поднятие руки, перевод, конечно, здесь очень интересный, поднять wake и малоподвижный. Значит, будет приходить уведомление, что нужно подвигаться. Отдельно меню, чтобы скачать приложение, именно им я и пользовался, и циферблаты, те, которые вы видели. Есть отдельно пункт камера и женщины. Пункт женщины не настроен, даже если в меню выбираешь пункт женщины. Возможно, это женский календарь и какие-то для женщин здесь функции. Что собой представляет режим камера? Нажимаем камера, и в этот момент на смартфоне засветилась камера, но не родное приложение, а встроенное от этого приложения мобильного к часам. Что происходит, когда мы хотим произвести снимок удаленно? Необходимо потрясти. Здесь так и написано. Потрясите. Вот я его только взял, и происходит снимок. Слышите, да? Поднес сюда. Либо можно просто нажать. И происходит снимок. Своего рода как Bluetooth кнопка для спуска фотоснимков. В часах встроен аккумулятор 260 мА. Если вы очень экономный пользователь, то встроенного аккумулятора на 260 мА будет хватать до 30 дней. Если же вы обычный пользователь, то около 12 дней. Ну а если очень-очень активный, то на неделю вам должно хватить с теми функциями, которые здесь внутри задуманы, и это позволит вам забыть на целую неделю про зарядку. Я свои смарт-часы, правда, в них встроен, вот уже просится на зарядку, это у нас Xiaomi Mi Watch, заряжаю раз в 2 дня. И сейчас вот 10% заряда. Обзор на эти смарт-часы со встроенным телефоном вот здесь в подсказках можете посмотреть. Эти смарт-часы обладают защитой от попадания воды. Защита IP68. Глубина до 50 метров. То есть плавать в них однозначно можно. Принимать душ или же просто мыть руки и не бояться, что что-то с ними случится. Но вот расстраивает, что в режиме тренировки нет режима плавания в бассейне. То есть с ними плавать в бассейне производитель заявляет на своей странице, что можно. Вот об этом здесь даже нарисовано. А вот режима такого нет, чтобы считал взмахи и определял, какой был стиль плавания. Bluetooth здесь версия 5.0, и связь поддерживает с устройством отлично. Мгновенно соединяется, и если вдруг вы далеко ушли от смартфона, то вы видели, есть функция, чтобы оповестил вас о том, что произошло рассоединение. И когда вы подключаетесь, он быстро синхронизируется и уведомляет вас о получении этих данных. Теперь обратите внимание на ремешок. На первый взгляд кажется, что он выполнен из кожи, правда? Нет, он просто прошит и имеет тиснение, как у кожи, но это силикон. Очень хороший, качественный и легко снимаемый ремешок. Здесь специальные замки, оттянул, сняли и заменили на этот, что идет в подарок. Сейчас мы их заменим и посмотрим, как выглядят. Но вначале давайте еще изучим некоторые его сильные стороны. Здесь очень мощный крепеж, выполнен из металла, и на нем нанесен логотип или надпись Kubot. Также имеется двойная поддержка для лишнего ремешка. Имеется 10 отверстий, и с обратной стороны он гладкий. На руке сидит очень удобно, но скажу, что на очень большой руке может не хватить ремешка, потому что на моей уже остается всего 2. То есть, если рука будет побольше, то тогда будет он казаться маловат. Давайте оденем ремешок побольше и посмотрим. Здесь отверстий, видите, гораздо больше, чем 10. У этого ремешка немного другое тиснение, больше отверстий. Он по-своему тоже более спортивный и смотрится черный с синим очень даже хорошо. На руке мне часы такие носить привычно, несмотря на то, что они больше, чем другие часы из классики, чуть выше, но и неудивительно, ведь у нас смарт-часы. Кстати, этот ремешок имеет гораздо больший охват руки и хватит на руку побольше, поэтому очень хорошо, что он идет в комплекте, и вы можете менять на свое усмотрение. Ремешок очень крепкий и тянется. То
То есть он не боится ни воды, ни каких-то нагрузок. Замок здесь надежный и легко меняется. Во время замены я получал одно удовольствие. То есть быстро и удобно. А какой вариант цвета ремешка нравится больше вам? Сейчас вы видите слева с синим ремешком, ну а справа с черным. Напишите свой комментарий и думаю, вы оцените наши труды лайком. Напомню, что здесь в комплекте идет кабель для зарядки и у него насадка магнитная. 2 контакта и 2 магнита. Возьмем, к примеру, того же цвета Powerbank от бренда X-Star. Обзор мы делали на него вот здесь в подсказках, и можно его посмотреть. Это не простой Powerbank, а внутри имеется 2 аккумулятора 18650, и на магните здесь держится. Подключаем зарядку, представим, что мы в пути заряжаем, и смотрите, как заряжается. Подносим, вот, оп, и подключились. Теперь можно даже приподнять. Вот. Отлично. Магнит хорошо справляется, ими даже можно пользоваться, ничего такого не происходит. Но на экране у нас написано «идет зарядка». И пользоваться ими, к сожалению, нельзя. То есть постоянно пишет «идет зарядка». Зарядка длится чуть больше часа, и после этого они будут полноценно служить вам. В приложении у нас показана активность, так как я их сегодня не носил, поэтому информации такой нет. И есть информация об измерении пульса. Также можно настроить, какая информация будет отображаться в разделе управления с изображением дома. В режиме бег мы можем включать режим в паре со смартфоном, тренировку на улице. И тогда будет использоваться GPS, встроенный в ваш смартфон. И будет рисоваться траектория, скорость и сколько шагов вы пробежали. А также показывается информация с браслета о пульсе и сожженных калориях, примерно вычисленных из данных, которые вы внесли в раздел «Мои». И здесь эти настройки можно произвести. Цель, сон, сколько вы примерно спите, единицы измерения и самые большие настройки – это в настройке C3, вот здесь. Мое устройство. Тут у нас очень много разных пунктов, включая все те, что мы производили в настройках там. Также есть режим низкой мощности. Активируя его, у нас идет очень экономный режим расхода аккумулятора. Его хватит надолго. Но при этом другие функции, яркость и измерение пульса будем говорить так, сведены к минимуму. Также через приложение можно обновить смарт-часы в пункте обновления прошивки. Обновление, делаем запрос, у нас установлена последняя версия. Вот, собственно, и познакомились со смарт-часами от Cubot модель C3. Еще одна новость, что скоро будет еще обзор на одни часы от бренда Cubot. Поэтому обязательно подпишитесь. До встречи во вторник, четверг и субботу. С вас лайк, с нас видео. Пока.